Привет, это Навальный. Поговорим о... Где-то они должны браться, но мы не видим источников, откуда эти миллионы берутся. деньгах. Да, именно о деньгах, ведь идет избирательная кампания, мы тратим на нее деньги, довольно большие, и все кремлевские пропагандисты кричат нам: «Отчитайся, Навальный, где ты берешь деньги?» Главный вопрос, что в конверте? Неужели то, что мы думаем? Пришло время отчитаться и даже раскрыть секрет о том, где я беру деньги. Так вот, ребята, деньги я беру прямо здесь, в YouTube. Это и есть главный источник финансирования нашей компании. Ваши пожертвования, которые вы мне присылаете в ответ на мои призывы. Деньги, они нужны, и ваши пожертвования нам очень важно. 7 месяцев прошло с момента начала нашей избирательной кампании. Мы собрали и потратили на нее 98 миллионов рублей. И держу ответ перед спонсорами. А можно узнать, кто пожертвовал вам? То есть перед вами, теми, кто эти деньги отправлял. За 7 месяцев мы открыли 63 региональных штаба. И, соответственно, у нас есть помещения во всех этих городах. И мы продолжаем открывать новые штабы. То есть ведем реальную федеральную кампанию по всей стране. 36 штабов открыл я лично. И в каждом проводил большую встречу с волонтерами, отвечая, между прочим, на любые вопросы, которые мне задавали. Кто еще из кандидатов это делает? Суммарно в этих штабах и в федеральном штабе работают на зарплате 230 сотрудников, которые координируют деятельность 130 тысяч волонтеров. Чтобы отобрать на конкурсной основе координаторов и сотрудников штабов, мы рассмотрели свыше 6 тысяч резюме. Мы организовали 2 серии крупнейших митингов. 26 марта в 84 городах России и 12 июня в 145 городах России. Мы запустили телеканал прямых трансляций в дополнение к этому каналу. И тогда это многим казалось такой бредовой затеей, но сейчас у того канала 379 тысяч подписчиков, и по охвату он опережает большинство СМИ России, конечно, за исключением центрального телевидения. Общий объем агитационных материалов, напечатанных за время кампании, превысил 11 миллионов экземпляров. Увы, примерно 2,5 миллиона экземпляров газет и листовок и наклеек были незаконно похищены, именно похищены сотрудниками полиции в ходе спецоперации 6-9 июля. Каждую неделю наши агитаторы распространяют на улицах российских городов не менее 100-150 тысяч газет и листовок. А рекорд был поставлен в ходе большого агитационного субботника 8-9 июля, когда, несмотря на реально беспрецедентное полицейское давление, мы распространили более 400 тысяч материалов. Только за прошедший июнь наши штабы организовали и провели 209 массовых агитационных мероприятий в больших и малых городах России. Более 560 тысяч человек готовы уже сейчас поставить подпись за мое выдвижение. Волонтеры, как я уже сказал, их 130 тысяч человек, они есть в каждом населенном пункте России. В каждом. Деньги на кампанию отправляют примерно 70 тысяч человек, а медианный размер пожертвования 500 рублей. И тут вы мне, конечно, говорите: чувак, стой, хватит швырять в нас эти цифры, мы не политтехнологи, мы не понимаем, это много или мало 98 миллионов рублей, может быть, ты должен был сделать в 2 раза больше за эти деньги. К счастью, у нас есть с чем сравнивать. Возьмем основные политические партии, каждая из которых имеет своего кандидата в президенты, между прочим. И посмотрим, сколько же они получили денег из бюджета за те же самые 7 месяцев 2016 года. За это время партия «Яблоко» получила 144 миллиона рублей, ЛДПР 491 миллион рублей, «Справедливая Россия» 557 миллионов рублей, КПРФ 808 миллионов рублей, и Единая Россия 2 миллиарда 76 миллионов рублей. Почувствовали разницу? И вот здесь вообще хоть кто-нибудь может объяснить, куда эти партии потратили такую прорву денег, ведь их деятельность почти не видна, хотя им-то никто не мешает. И еще раз обращаю ваше внимание, это все бюджетные деньги, то есть ваши деньги, которые взяли принудительно, а мы существуем только на деньги, которые присылают нам добровольно. И я совершенно
без всякой скромности, а наоборот с гордостью могу сказать, с учетом размера бюджета мы ведем самую эффективную кампанию среди всех партий и среди всех кандидатов. Лишь у нас есть так много волонтеров, и они не только прекрасные и замечательные люди, но и люди смелые, потому что в некоторых городах за ними, знаете, постоянно бегает полиция. Только в нашей кампании мы рассказываем людям правду. Ну и именно поэтому все МВД России, забросив свои обязанности, носится и пытается отнять наши листовки и газеты. Конечно, это ведь страшное преступление рассказывать людям о коррупции в Кремле и о тех изменениях, в которые нуждается Россия. Но как бы они ни носились и не бегали за нами, мы продолжаем агитацию и расширяем ее каждый день. Так что ваши деньги, друзья, не беспокойтесь. Мы отрабатываем до каждой копеечки. Тратим ваш рубль лучше всех. И, между прочим, доказываем, что мы можем организовать большие структуры и налаживать работу даже под колоссальным давлением. Поэтому мы и страной сможем управлять гораздо лучше, чем вот эта банда бездельников и воров, у которых есть все. От триллионов нефтедолларов до миллионов чиновников. Но улучшить нашу жизнь они все равно не могут. Как вы, наверное, уже догадались к этому моменту, ролик, конечно, сделан не только для того, чтобы отчитаться, но и для того, чтобы попросить снова. Да, нам очень нужны деньги. Штаб сейчас это уже гигантская сеть. Волонтерам нужны листовки, волонтерам нужны газеты. Они могут сами работать бесплатно, но напечатать агитматериалы бесплатно мы не можем. Поэтому мы должны превращать ваши рубли в газеты, листовки, шары, кубы, наклейки, стикеры, футболки, браслеты, логистику, ролики, прямые эфиры и так далее, во все то, что каждый день убеждает все больше и больше людей в нашей стране: так жить нельзя. С этой властью ни у кого из нас нет ни малейших перспектив, и мы должны пойти на выборы и сменить тех, кто уже 18 лет бездарно и безрезультатно сидит у руля. В описании к этому ролику есть все нужные ссылки. Зайдите и отправьте нам свой трудовой рубль прямо сейчас. Мы используем его по назначению. Заранее спасибо, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.